Здравствуйте, дорогие друзья! Вот такое вот нарядное праздничное украшение я подготовила. Начинается зима, скоро новогодние праздники, и пора, делать красивые нарядные украшения. Я старалась сделать как можно проще, как всегда, упростить свой мастер-класс, но скажу так, что это украшение немножко получилось сложновато в плетении, но я постараюсь вам рассказать более подробно, чтобы у вас не вызвало никаких затруднений. Ну, и теперь поговорим о материалах. Здесь я использовала бусинки 10 мм. Также вот такие вот маленькие бусинки, которые стоят вот в нескольких местах. 3 мм бусинки, вот эти. Также я применяла биконусы 4 мм, вот. 4 мм биконусы. Сегодня будем брать вот такие. Также я брала вот такие вот капельки-бусинки с одной дырочкой вот здесь сверху. Но если у вас будут бусинки вот такие вот на подвесочку, я вам сегодня покажу, как прикрепить вот такую вот бусинку. И такую тут очень просто одеваем в дырочку, как обычную бусинку. Ну а здесь небольшое нужно будет сделать переплетение. Вот посмотрите, какой замечательный бисер. Его номер 78141. Чешский бисер. Смотрится здесь просто как металлический серебряный бисер. А это такой прозрачный бисер с серебряной серединкой. Он такой немножко как бы серый. Плела я на леске 0,18 мм. Но я вам скажу так, если вы захотите сплести это украшение на нити, наверное, оно будет даже лучше, потому что, мне кажется, все-таки леска достаточно грубовата. У меня так получилось, потому что я начала модель сразу разрабатывать на леске, и уже не захотелось мне потом переплетать. Плетение нашего колье состоит из 3 этапов. Первым этапом мы плетем вот эту вот дорожку из бусин, из 21 бусины. Вторым этапом мы вот здесь ставим биконусы между бусинами. И третьим этапом мы проплетаем вот эту вот нижнюю часть украшения. Дорожка из бусин плетется на 2 иголках. То есть мы одеваем одну нитку и на 2 иголки. Концы вставляем в иголки. Итак, первый наш набор. Бусинка 3 мм. Подтягиваем ее на середину нитки. Дальше на каждую иглу мы набираем по 5 бисерин. 1, 2, 3, 4, 5. И бусинка 3 мм. И на вторую иголку то же самое. Набираем 5 бисерин. И на вторую иголку мы набрали 5 бисерин. И бусинка 3 мм. Теперь мы это опускаем на центр нитки. Ну и сейчас смотрите внимательно. Самое сложное, что есть в этой дорожке, это вот то, что мы будем делать сейчас. Мы одеваем бусину 10 мм и проходим ее с 2 сторон иголками. Вот так, друг навстречу другу. Подтягиваем ее вниз. И вот самая главная сложность, которая в плетении этой дорожки состоит. Мы берем, вот наша нитка выходит, и иголкой заходим в бусину 3 мм со стороны. У нас, видите, выходит из бусины нитка. А мы заходим вот так, вот в эту вот бусинку 3 мм. Зашли, оставили иголку. И берем, делаем то же самое с другой стороны. Мы заходим, вот наша ниточка выходит, смотрите. Заходим с обратной стороны вот в эту бусинку 3 мм. И теперь получается, что мы одели бусину большую, прошли в нее иголками, но наши нитки выходят вот из вот этой дорожки из бисера. И теперь мы делаем вот что. На каждую иголку мы набираем по 5 бисерин. 5. И на вторую 5. Мы набрали на каждую иголку по 5 бисерин опять. И теперь мы берем бусинку 3 мм
И проходим в нее иголками друг навстречу другу. Вот так. И подтягиваем. И вот у нас с вами получилось, смотрите, первый элемент нашего колье. Эта бусинка, из которой у нас выходит нитка, она равна вот этой бусинке. То есть получается, что мы будем теперь делать так, как мы начинали плетение вот из этой вот бусинки. То есть мы повторяем наш набор. 5 бисерин, 1 бусинка 3 мм. И на вторую иголку то же самое. Теперь опять одеваем мы одну бусину с двух сторон иголками. С этой стороны прошли. И с этой стороны. Подтянули. И теперь делаем то, что делали в предыдущий раз. Иголкой заходим в бусинку 3 мм со стороны бисера. Так. И этой иголкой делаем то же самое. Так. Не забываем каждый раз хорошо подтягивать. Набираем на каждую иголку по 5 бисерин. И проходим иголками друг навстречу другу в бусинке 3 мм. Вот так. Ну и плетем такую дорожку из 21 бусины. Я сейчас немножко проплету и покажу вам, что мы будем делать дальше. Ну вот смотрите, я провязала небольшой кусочек из 7 бисерин. В принципе, основной наш узор здесь будет виден. Теперь дальше мы будем плести одной ниткой, одной иголкой. Смотрите, вы можете сделать так, как делала это я. Небольшой кусочек вы отмеряете, который достаточно по длине нашей цепочки. Вот здесь вот я прикрепляюсь. Небольшой кусочек вот мне достаточно будет прошить биконусы, пройти ряд. А вот этот конец я оставляю длинный. Ну или можете каждый раз привязывать новую нитку. Это уж как кому больше нравится плести. Или чтобы нитка болталась, или привязать сразу, чтобы не было лишних узлов. Ну вот, я вот здесь прикрепляюсь в этом месте. И короткой ниткой, той, которой мне хватит на длину нашей цепочки, буду вставлять вот эти вот биконусы. Значит, я, смотрите, вот моя ниточка прикреплена. Я прохожу в бусину 3 мм, которая стоит над нашей крупной бусиной. Вот сюда. И прохожу еще 2 бисериночки. То есть 2 бисеринки от бусинки 3 мм. Беру биконус и захожу вот сюда, видите, вот за 2 бисеринки до нашей бусинки 3 мм. Вставляю биконус, подтягиваю и выхожу в следующие 2 бисеринки. Вот так. И так делаю до конца ряда. Это самое простое из всего этого колье, что мы с вами делаем. Вот так. Да, я не сказала вам, я в одном месте, смотрите, намеренно не прошла вот в эти вот бусины 3 мм. Смотрите, везде наши бусинки вот так закреплены, а в одном месте я иголкой сразу вышла из бусины большой и пошла вот набирать бисерины. И смотрите, что у нас с вами получилось. Видите, как некрасиво? То есть вот этот проход в эти бусинки маленькие обязательно, когда вы выходите из большой бусины. То есть тогда наши бусины стоят вот такой красивой оплетки. Вот смотрите, какая у нас разница.
Ну вот смотрите, и наше колье, после того, как мы его стянем биконусами, оно приобретает вот такую вот полукруглую форму. Теперь мы ниточкой уходим вот сюда, где я закончила свое плетение в прошлый раз. Я прикрепляю всегда, завязываю узелочки возле большого отверстия. Всегда можно спрятать будет концы потом туда. Вот, я намеренно сейчас не обрезаю никакие концы, чтобы вам было все хорошо видно. Вот, вот что у нас с вами получилось. Эту нитку я обрезаю, а иголочку переодеваю на этот конец нитки, который мы с вами оставили. Ну вот, иголочку переодела я. И теперь я выхожу вот в эту вот бусиночку. Я прохожу по бисеринкам и выхожу вот в эту бусинку 3 миллиметра. Вот так. Ну и теперь начинается самое неприятное. Мы набираем вот такую вот дорожку. Итого мы с вами должны набрать, смотрите, 5 бисерин, бусинка 3 миллиметра, 5 бисерин, бусинка 3 миллиметра, 5 бисерин, бусинка 3 миллиметра и 5 бисерин. Вот такую вот дорожку мы с вами набираем. И теперь смотрите внимательно, что мы делаем. Мы проходим с обратной стороны в бусинку 3 миллиметра под следующей бусиной. Вот так. То есть мы заходим с обратной стороны в бусинку 3 миллиметра под следующей бусиной. Подтягиваем. Набираем 5 бисерин. Набираем следующие 5 бисерин. И заходим. Смотрите, вот у нас от первой бусины первая дорожка. Заходим вот сюда, вот в эту вот бусиночку. В бусиночку 3 миллиметра. И вот у нас с вами, видите, образовалось первое окошечко. Теперь мы проходим дальше иголкой, ничего не набираем, проходим по вот этим вот 5 бисеринам. И выходим в следующую нашу бусинку, вот, 3 миллиметра. Теперь мы с вами будем делать, смотрите, у нас уже, в принципе, вырисовывается. Сюда мы потом вставим большую бусинку, но для начала мы сейчас прикрепим нашу капельку. Набираем. Я набирала 4, но в принципе это как вам больше понравится. Можно набрать 4, капелька и еще 4. Четыре капелька и еще 4. И заходим, смотрите, ниточка выходит вот сюда. Мы заходим же в эту же бусинку с обратной стороны. Вот так. Вышли из нее. Вот наша висюлечка получилась. Теперь мы берем нашу бусину 10 миллиметров и заходим, вот смотрите, вот в эту бусинку, которая стоит под второй бусиной, то есть вот сюда. Вот так. Подтягиваем. И вот наша бусинка встала в свою ячейку. Теперь мы будем продолжать дальше с вами вот из этой бусины, поэтому нам в нее надо выйти. Каким образом? Смотрите. Вот выходит наша нитка из бусинки 3 миллиметра. Мы берем и заходим опять в большую бусину в нашу. Таким образом мы нашу бусину привязываем сразу с двух сторон. Вот смотрите, наша бусина получилась привязана сразу с двух сторон вот этой вот маленькой бусинки. И здесь, видите, мы когда заходили, мы заходили вот с этой стороны бусинки. А мы заходим теперь с обратной стороны. И по вот этим вот 5 бисериночкам
Вот заходим с обратной стороны и по вот этим вот 5 бисериночкам проходим следующую бусинку 3 миллиметра. И выходим из нее. Вот так. Ну и вот смотрите, первый элемент нашего колье у нас с вами готов. Дальше попроще. Мы набираем 5 бисерин. И заходим в бусинку 3 миллиметра. Вот так. Вот у нас получилось второе наше окошечко. Теперь мы набираем 5 бисерин. И давайте я вам покажу, как можно прикрепить вот такую вот бусинку. Набрали 5 бисерин и одну набираем еще для того, чтобы она была у нас общей между двумя нашими звеньями. 6. Набрали 6. Теперь берем одну бисериночку и сразу же заходим в нашу капельку. В капельку зашли и прошли в одну бисериночку. Если мы сразу будем 2 дорожки выходить из капельки без вот этой вот 6-й бисеринки, то будет некрасиво. Набираем следующие 5 бисерин. И заходим в следующую нашу бусинку 3 миллиметра. Хорошенечко все подтягиваем, и вот у нас что с вами получилось. А дальше мы повторяем то, что мы делали вот здесь. Мы набираем дорожку. Давайте я еще один раз покажу вам дорожку эту. А дальше мы с вами проплетаем так, как мы делали вот здесь в самом начале. Набираем такую дорожку. 5 бисерин, бусинка, 5 бисерин, бусинка, 5 бисерин, бусинка, 5 бисерин. Заходим с обратной стороны в бусинку 3 миллиметра под следующей бусиной. Вот так. Подтягиваем. Набираем 5 бисерин. Набрали 5 бисерин и проходим в бусинку 3 миллиметра. И сразу проходим по 5 бисеринкам и выходим в бусинку следующие 3 миллиметра. Вот так. Вот так. У нас образовалась следующая ячейка. Набираем 3, 4. Ну, давайте здесь сделаем опять каплю. То есть 5. Берем вот такую вот каплю. Одеваем еще одну бисериночку. Заходим в каплю и в одну из бисерин. То есть здесь я делала... Здесь, если я брала 5 бисерин, то здесь я брала 4 бисеринки. Мне так показалось более гармонично. Но вы, если захотите, вы можете удлинить всегда вот эту вот дорожку. Четыре бисеринки. И заходим в бусинку 3 миллиметра с обратной стороны. Вот так. Да, вы знаете, для капли, наверное, можно делать здесь не 4 бисерины, а дорожку всего лишь 2 и одна общая. Будет более гармонично. На 4 бисерины это я подбирала для вот таких капелек. Здесь, видите, она расширяется, и здесь надо обязательно такое расширение делать. А здесь можно действительно вот эту вот петелечку делать чуть-чуть поменьше. Опять набираем вот такую вот бусину 10 миллиметров. Заходим в бусинку 3 миллиметра, которая стоит сверху. Вот сюда.
Подтягиваем нашу бусину. Она встала сразу на свое место. Заходим в эту бусину вот так сверху вниз. Вытягиваем ниточку. И заходим в бусинку 3 мм, которая стоит под нашей большой бусиной. И проходим по 5 бисеринам. По 5 бисеринам и выходим вот в эту вот бусинку 3 мм. Дальше мы делаем набор 5 бисерин. Делаем набор 5 бисерин. Заходим в бусину 3 мм. Теперь набираем 5 бисерин. Теперь набираем дорожку такую 5 бисерин. Капелька 5 бисерин. Ну или такую, как вы будете делать каплю, такую или такую. Как эту каплю привязывать, я показала. Заходим в следующую бусинку 3 мм. И начинаем все с самого начала. Ну вот, друзья мои, я показала. Я надеюсь, все было понятно. Я желаю вам всем, рукодельте с удовольствием. Пусть ваши изделия, которые вы будете плести, у вас всегда получается, будут прекрасно выглядеть. Ну а я желаю вам всем здоровья и хорошего дня. До свидания.